Привет, друзья! С вами Лада. Эксперименты по окрашиванию бумажных трубочек у нас с вами продолжаются. Сегодня на повестке дня пищевые красители для яиц. У меня остался вот такой пакетик со времен Пасхи. Посмотрим, что получится. Мне самой интересно попробовать такой вид окрашивания. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Кстати, совсем недавно я варила морилку из шишек. Видео можно посмотреть вот здесь. Кому интересно, получился очень даже любопытный результат, советую посмотреть. Ну что, давайте приступим к окрашиванию трубочек пищевыми красителями. С обратной стороны написан рецепт, как разводить этот краситель. Это подходит для вареных яиц. Я не знаю, такой рецепт подойдет ли для окрашивания бумажных трубочек, но тем не менее попробую сделать по тому, как здесь написано. Итак, в 100 мл воды развести один пакетик. И единственное, что я возьму в 2 раза меньше, так как окрашивать трубочки мне не нужно много, только на эксперимент. Итак, возьму я зеленый краситель, он подписан, это вот этот пакет. Единственное, к сожалению, здесь не сказано, сколько грамм в одном пакете, но приблизительно буду делать также его на 2 делить. На 50 мл воды пол пакетика разведу. Это все буду делать в таком стаканчике. Прозрачного у меня не нашлось, который выдерживает горячую воду, а здесь именно в горячей воде нужно разводить 50 мл. Да, еще в этот раствор добавляется 1 столовая ложка уксуса, но добавлю чайную ложку уксуса. Так, пол пакетика. Ой, тут у меня уже все выдавилось. Я думаю, что столько хватит. Да, пол пакетика. Размешиваем все это дело. Так, уже зелененький раствор получился. Такой травянистый зеленый, мне нравится такой цвет. Я как-то покупала такой краситель, ну, в другом пакетике, также для вареных яиц. Мне не понравился, цвет такой изумрудный был, очень едкий. Так, и сюда я добавляю уксуса. У меня 9%. Там и написано, что такой добавлять нужно. Ну, где-то... Ай, много. Я думаю, что нормально. Немного, потому как столовая ложка чуть больше этой ложки по вместимости. Ну, половинка как раз и выходит. Не нравится мне, как пахнет уксус, но что поделать. Сделаем, как в этом рецепте. Так, размешали, а теперь можно окрасить трубочки. Так, окрашивать трубочки я буду вот в таком неприглядном лотке. Он у меня уже многое повидал, многое выдержал. Так, выливаем раствор сюда, чтобы нам просто удобнее было это все дело окрашивать. Перчатки обязательно надо надеть. Так, ну и возьмем небольшую порцию трубочек, буквально для эксперимента. И попробуем окрасить. Посмотрим, равномерно ли окрашивается все. Ой, какой замечательный цвет получается. Вот камера, кстати, не искажает. Я ее специально так настроила. Прям вот точь-в-точь. Слушайте, обалденный цвет. Не знаю, как они будут выгорать. Будут ли выгорать. Посмотрим. Я вот планирую провести такой эксперимент по тому, как выгорает цвет у трубочек, окрашенных натуральными красителями. Очень равномерно окрасилась. Посмотрите, нет никаких подтеков, затеков, точечек. Не знаю, вообще замечательно. Хочу развести еще какой-нибудь цвет, попробовать другим цветом окрасить. На этот раз я взяла красный краситель. И планирую взять 1/3 из общего количества на 50 мл воды. То есть немножечко меньше красителя, чем до этого я брала. Не намусорить я не могу. Совсем чуть-чуть. Да. Почему-то я сразу краситель, а потом воду. Но тут, мне кажется, роли не играет. Размешиваем все это дело. Такой больше малиновый оттенок получился. Уксуса я сюда не буду добавлять. Хочу посмотреть, как этот раствор окрасит без уксуса трубочки. И снова мой повидавший виды лоток. И выливаю сюда краситель.
Очень красивый цвет, прям вах. Конечно, такой морилки я нигде не увижу. Если только, может быть, морилка махагон, но у нее другой оттеночек. Этот прям такой яркий достаточно. И покрасим трубочки. Так. А трубочки получились немного бледноватые. А теперь я хочу еще поэкспериментировать. И в этот же самый раствор я хочу добавить немножечко уксуса, посмотреть, как он влияет на окрашивание и влияет ли он вообще. Совсем чуть-чуть. То есть, если в тот раз я наливала пол столовой ложки, то здесь где-то 1/3 добавлю. Так. Выливаем. И покрасим. А потом сравним. Ну, скажу, что разницы практически нет. Совсем, что с уксусом, что без уксуса. Вот мы покрасили уксусом, вот мы покрасили без уксуса. Цвет одинаковый. И сейчас последнее, что хочу сделать, это смешать два цвета. Как раз на пакетиках было написано, что можно смешивать их для получения дополнительных оттенков. Но так как мы экспериментируем, то давайте поэкспериментируем по полной программе. Итак, красный с зеленым. Посмотрим, что получится. Мне всегда такие эксперименты очень интересны. Вообще должен получиться коричневатый оттенок или такой болотно-зеленый, что в принципе и есть. И покрасим трубочки этим раствором. Ой, какая замечательная красота получилась. Извините за тавтологию, но очень-очень нравится, поэтому я в таком восторге отзываюсь. Так, да, болотный цвет получается, причем такой же цвет получался у меня и от смешения морилок двух цветов, это лимонное и беновое дерево, только на камеру, к сожалению, более коричневатый оттенок уходит, почему-то это именно этот цвет. Вообще в реальности он более зеленоватый, ну совсем чуть-чуть. Вот такой цвет у трубочек получился сразу после окрашивания. Заметьте, что красный краситель дает более малиновый оттенок, хотя мне кажется, это не все такие красители так делают, но иметь в виду это нужно. И те трубочки, которые мы красили смешением оттенков, они стали более сероватые. Болотный цвет проходит. Посмотрим, что будет после высыхания, изменится ли у них цвет. Итак, трубочки высохли, и как вы видите, цвет очень сильно побледнел при высыхании. В принципе, в некоторых случаях это и происходит. И я все-таки несколько трубочек покрыла лаком. Я думала, что они станут ярче, но, как вы видите, цвет остался практически одинаковый. Так что нужно иметь это в виду. И вот тот рецепт, который там указан на упаковке, что целый пакетик на 100 мл воды, я думаю, что для более насыщенного цвета кладут больше красителей. Это тоже надо иметь в виду. Скажу, что уксуса я набухала очень много, хотя в принципе действовала по рецепту. Все трубочки воняют уксусом, но да ладно. Вот на эту карту я приклеила эти все трубочки. Вот как вы видите, да, у нас получается, что вот эта трубочка у нас без лака, это с лаком, цвет практически не поменялся и яркость не добавилась. Эти тоже без лака трубочка и с лаком. Эта карта у меня сделана для эксперимента моего. Потом буду смотреть, как у нас выгорает цвет у трубочек при солнечном свете, но это попозже я сниму такой эксперимент. Я очень надеюсь, что это видео, этот эксперимент был вам полезен. Может быть, вы что-то новое об этом узнали, способе окрашивания. Скажу, что этот способ имеет место быть. Еще осталось посмотреть, как выгорает цвет у трубочек, окрашенных именно этими пищевыми красителями. Ну, будем ставить эксперименты. Подписывайтесь на канал, впереди много всего интересного. И нажимайте на колокольчик, тогда точно ничего не пропустите. Легкого плетения, вдохновения, удачных экспериментов. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!